Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Сегодня я подготовил вам подборку сериалов, примеры которых прошли в тени более громких проектов и остались за пределами внимания большинства зрителей. Они малоизвестны, и многие из них не имеют в актерском составе брендовых имен. Но это не делает их менее интересными и менее увлекательными. В этом ролике, как всегда, я выбрал для вас самые интересные и самые значимые из всех таковых. Ну, а я напоминаю, если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас, чтобы не пропустить наши рекомендации в будущем. Впереди тебя ждет еще много интересного. И если ты готов поддержать нас донатами, найди ссылку в описании ролика или на главной странице нашего канала. Ну а мы поехали! Испания, 1597 год. Страна охвачена эпидемией бубонной чумы. Бывший солдат возвращается в город Севилью, чтобы сдержать слово. Он обещал найти сына погибшего друга. Когда-то Матео бежал из этого города, чтобы избежать казни за печать запрещенных книг. Однако в этот раз он попадает в руки вездесущей инквизиции. И все же появляется возможность избежать трагического финала. В обмен на помилование наш герой должен раскрыть серию жестоких убийств высокопоставленных членов общества. «Чума» – исторический драматический телесериал испанских кинематографистов. Нужно признать, что декорация в кадре выглядит немного театрально. Такое часто встретишь в малобюджетных исторических сериалах, но все недочеты быстро скрываются за мрачной атмосферой средневековой эпидемии и лихо закрученной детективной историей. Первый сезон сериала вышел в начале 2018 года. Высокий зрительский рейтинг подтолкнул продюсеров на продление его на второй сезон. Отец Аниона становится жертвой стычки рабовладельца и страстного аболициониста. В результате темнокожий юноша попадает под опеку Джона Брауна, который почему-то принимает его за девушку и включает его в свою армию противников рабства. В 1859 году Браун пытается инициировать восстание рабов. Для начала он со своими подопечными совершает налет на армейские склады. В итоге их действия становятся детонатором для начала гражданской войны в США. «Птица доброго Господа» – исторический драматический мини-сериал 2020 года. В основу сюжета легли одноименный роман Джеймса Макбрайда и биография Джона Брауна. И главное достоинство проекта – это номинант на премию «Оскар» и «Золотой глобус» Итан Хоук в роли безумного противника рабства. Зрители хорошо помнят его недавнюю роль Николы Тесла в биографической драме. Сериал был отмечен премиями «Спутник» в категориях «Лучший мини-сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучший актерский состав». На сегодня сериал имеет достойный рейтинг 7,6. Робин – владелец небольшого магазина музыкальных пластинок в Бруклине. Фанатка музыки и поп-культуры страдает от неудач в личной жизни. Расставание с любимым человеком становится очередным испытанием. Это подталкивает ее к пересмотру своих отношений с последними 5 партнерами. Проблема оказывается в ее страхах перед обязательствами. Нужно сделать правильные выводы, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций и направить жизнь в правильное русло. Известные мелодии сопровождают героиню на всех этапах ее жизни. «Меломанка» – романтический комедийный сериал. Сюжет основан на романе Ника Хорнби и его экранизации 2000 года. В новой версии героя решили сменить на девушку. Титульную роль в сериале исполнила Зои Кравиц, дочь актера и музыканта Лени Кравица и актрисы Лизы Боне. В ее списке фильмы «Безумный Макс. Дорога ярости» и «Дивергент». Сериал вышел в феврале 2020 года и получил множество положительных отзывов критиков, а также имеет высокий рейтинг 7,7. В центре сюжета Нельсон. Он никогда не был по-настоящему близок со своей дочерью. Он не видел ее уже 13 лет и большую часть жизни избегал любого общения. Но неожиданно главного героя задерживают по подозрению в похищении, которого он не совершал. Чтобы доказать свою непричастность и выполнить отцовский долг, он решает спасти девочку. Нельсон начинает собственное расследование и одновременно с этим пытается укрыться от преследования полицейских. «Спаси меня» – драматический сериал, написанный и созданный Ленни Джеймсом. Он же исполнил и главную роль. Любителям хоррора он запомнился по роли Моргана Джонса в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Это очень эмоциональная детективная история, в которой прослеживаются явные воспоминания Ленни Джеймса, который когда-то жил в таком же бедном районе. Первый сезон сериала вышел в 2018 году и имел успех, что подтверждает высокий зрительский рейтинг. Действие этой истории разворачивается в Джерси-Сити. Без преступления не проходит и дня, а уровень напряженности стремительно нарастает. Этнический конфликт доводит ситуацию до критической. Регулярные протесты темнокожих жителей города приводят к столкновениям со стражами порядка, среди которых преимущественно белокожие полицейские. После гибели 15-летнего афроамериканского подростка от руки полицейского ситуация усугубляется. Местные жители хотят добиться справедливости, однако полицейские не реагируют на требования протестующих. 7 секунд – криминально-драматический телесериал. На церемонии награждения Black Reel Awards
Сериал был номинирован на 7 категорий, 4 из которых увенчались награждением в категориях «Лучший сериал», «Лучший сценарий», «Лучшая актриса» Регина Кинг и «Лучший актер второго плана» Рассел Хорнсби. Также Регина Кинг была отмечена премией Эмми как лучшая актриса и номинирована на премию «Золотой глобус». В целом сериал получил положительные отзывы критиков и на сегодня имеет заслуженный рейтинг 7,7. Главные герои этой истории – два брата. Они владельцы семейного рестлинг-промоушена в небольшом городке. Один из них выступает на ринге в имидже положительного героя, второй – злодея. Но так происходит не только во время выступлений. Уже не один год между братьями идет жаркое противостояние и в жизни, где Джек и Эйс зачастую также являются противниками. Может ли быть победитель в таком конфликте? И к чему могут привести разногласия? «Хиллы» – спортивный драматический телесериал. Роли братьев исполнили Стивен Аммел, наиболее известный по главной роли Оливера Куина в сериале «Стрела», и Александр Людвиг, получивший известность благодаря роли Бёрна Железнобокова в мегапопулярном сериале «Викинги». Также на экране мы увидим Мэри МакКормак, которую зритель запомнил по фильму «Планета Капекс» с Кевином Спейси в главной роли. Сериал вышел в августе 2021 года и имел зрительский успех. По единодушному мнению критиков, Стивен Аммел и Александр Людвиг отлично справились со своими ролями. Наши дни. Отец Уэйна умирает от рака. Следуя последнему желанию умирающего, главный герой отправляется в поездку по стране. Его цель – вернуть угнанный Pontiac Trans Am 1979 года. Известно, что раритетный автомобиль находится в Окале, штат Флорида. В захватывающее и опасное путешествие Уэйн отправляется вместе со своей девушкой Делл. На своем пути они сталкиваются с множеством испытаний и препятствий. Безумное путешествие и вера друг в друга делают их связь крепче и сильнее. Уэйн – американский комедийный телесериал. Его премьера состоялась в январе 2019 года на YouTube Premium. Сценаристами и исполнительными продюсерами выступили Пол Верник и Пэт Рис, работающие, к слову, и над Дэдпулом. Выход первого сезона сериала вызвал большой интерес по всему миру. В результате никому неизвестный актер Марк Маккеннон, исполнивший роль Уэйна, стал героем многочисленных шоу и интервью. За первые 5 дней после выхода сериала первая серия набрала более 10 миллионов просмотров. А теперь история двух обычных неудачников. Главный герой – молодой парень по имени Лаки, нелепые поступки которого становятся причиной проблем для него и окружающих. Все, что он делает безупречно, так это играет на пианино. Он узнает о неизлечимой болезни своей матери, которая находится на другом конце австралийского континента. Чтобы навестить ее, он берет машину на прокат и грузит в нее свое старое пианино. И, конечно же, по дороге он попадает в аварию и вынужден продолжать путь с молодой девушкой с крутым характером, в автомобиль которой врезался. На первом этапе знакомства новоявленные попутчики просто ненавидят друг друга. «Пианино» – комедийно-драматический сериал, вышедший в свет в ноябре 2019 года. Главные роли исполнили Тим Минчин и Милли Алкок. И если австралийский актер Тим малоизвестен широкому зрителю, то Милли известна фанатам по роли юной Рейнеры Таргариен в эпической саге «Дом дракона». Кстати, Тим Минчин и является автором сценария этого безобразия. Сериал посвящен людям, которые не могут найти свое место в жизни. Ну что, у меня на сегодня все. Не забудь поставить лайк, если тебе понравился ролик. И, конечно же, напиши свой отзыв в комментариях на просмотренный контент. Нам интересно твое мнение. Всем пока-пока, услышимся!